Иногда самые смешные моменты в кино рождаются не благодаря сценарию, а в ту секунду, когда актер начинает веселиться прямо в кадре. У Джима Керри такие незапланированные моменты случались постоянно, и многие из них в итоге попадали в фильм. Отличный пример – фильм «Маска», где импровизировал не только Джим Керри, но и собака. Порода Джек Рассел Терьер славится своей активностью и игривостью. Пес Макс был хорошо дрессирован и не раз снимался в голливудском кино, но все-таки в одной из сцен инстинкты взяли свое. По сценарию Стэнли Ипкис должен был в спешке прятать огромную кучу денег в шкаф, но песик Макс, который играл Майла, неожиданно вцепился во фрисби, категорически отказываясь его отпускать. Керри не растерялся и просто продолжил играть, подстроившись под ситуацию. Режиссер Чак Рассел рассказывал, что сцена должна была передавать суматоху и спешку, вызывая смех у зрителя. Но этот неудачный дубль с собакой настолько усилил изначальную задумку, что в итоге попал в финальную версию фильма. На этом импровизации в «Маске» не заканчиваются. Во время сцены с шариками Стэнли неожиданно достает презерватив и бросает фразу «Пардон, не тот карман». Этой шутки не было в сценарии, и что самое интересное, о ней не знала даже съемочная группа. Позже Керри рассказывал, что придумал этот момент утром перед съемками и тайно взял презерватив с собой на площадку. Еще один интересный момент связан со сценой в парке. Сердце из дыма было задумано заранее, а вот стрела, которая внезапно вылетает у Маски из носа, уже появилась благодаря импровизации Джима Керри. Получился крайне редкий для кино случай, когда спонтанная актерская шутка в итоге заставила создателей потратиться на дополнительные спецэффекты. К слову, если присмотреться, можно заметить, что Кэмерон Диаз едва не рассмеялась прямо в кадре. И именно из таких незапланированных деталей в «Маске» и рождалось то самое экранное безумие, за которое фильм до сих пор так любят. В фильме «Я, снова я и Ирен» есть момент, который появился исключительно благодаря импровизации Джима Керри. В одной из сцен его герой собирается уходить и неожиданно просит сыновей поцеловать его на прощание. Ну пока! Этого не было в сценарии. Керри просто дурачился прямо во время дубля. Судя по реакции актеров в кадре, они явно не ожидали такого. Нужно отдать им должное. Сцену они доиграли до конца, хотя все трое изо всех сил пытались сдержать смех. Но под конец эпизода Энтони Андерсон все-таки не выдержал и рассмеялся. Режиссер Бобби Форелли решил оставить этот дубль в фильме, потому что, по его словам, сцена получилась слишком забавной, чтобы ее вырезать. В фильме «Я, снова я и Ирен» еще один смешной момент родился прямо во время дубля. В сцене, где Чарли и Ирен сталкивают машину с обрыва, герой Джима Керри говорит «На счет 9». Казалось бы, дальше он должен спокойно досчитать, но вместо этого Керри в своей манере выдает цифры с бешеной скоростью. Готово? На 9. 11, 9. Эту шутку Керри придумал прямо на ходу. И если внимательно посмотреть на реакцию Рене Зелвегер, можно заметить, что в какой-то момент она действительно выглядит немного ошарашенной. В фильме «Эйс Вентура. Розыск домашних животных» один из забавных моментов появился благодаря импровизации Джима Керри. Во время сцены с оркестром его герой неожиданно дергает виолончелиста за руку, из-за чего тот берет, так сказать, фальшивую ноту. Джим Керри в своем стиле просто решил подшутить над музыкантом прямо во время съемок. В итоге этот неудачный дубль и попал в фильм. Именно такие мелкие импровизации и сделали образ Эйса Вентуры таким живым, нелепым и абсолютно непредсказуемым. Но в этом фильме были куда более безумные моменты. Например, одна из самых диких сцен родилась еще до начала съемок фильма. Знаменитый момент, где герой Джима Керри разговаривает пятой точкой, появился еще во времена комедийного шоу под названием «В ярких красках», в котором он работал раньше. Керри приносил туда свои идеи для скетчей, но их постоянно отклоняли. В какой-то момент, уже скорее из раздражения, он начал зачитывать одну из своих идей именно таким способом. Выходка получилась настолько дикой, что между ним и Кинином Айвори Уэйнсом едва не вспыхнул конфликт. Позже Керри вспомнил про этот номер и предложил вставить его в Эйса Вентуру в сцену в полицейском участке. Режиссер Том Шидьяк понял, что для такого безумного персонажа это подходит идеально. Так в фильме и появился момент, который одних зрителей доводил до истерики, а других, наоборот, заставлял покидать кинотеатры еще до конца фильма. Моя очередь задать вопрос, удели мне всего 5 минут.
После успеха первой части Джим Керри продолжил импровизировать в том же духе. В фильме «Эйс Вентура 2», когда зовет природа, один из забавных моментов тоже появился благодаря его находчивости. Во время одной из сцен в «Диком племени» Керри внезапно чихнул на одного из местных жителей, сильно его испугав. Этого не было в сценарии. Актер сделал это спонтанно, прямо во время диалога. Реакция жителя племени получилась настолько естественной, что режиссер Стив Одекерк решил оставить этот дубль в финальной версии фильма. Но и на этом наш герой не остановился. В сцене по пути в консульство Эйс внезапно начинает распевать песню. Вы чудный вездеход, он везде нас проведет, по земле и по воде. И произошло это не потому, что так было задумано, а потому, что Джим Керри просто забыл свою реплику и начал выкручиваться в своем стиле. Самое интересное, что актер Иэн Макнис тоже не вышел из образа и продолжил играть, как ни в чем не бывало. Именно это и сделало момент особенно смешным. Вместо запинки получился полноценный эпизод в духе самого Эйса Вентуры. Режиссеру Стиву Одекерку дубль так понравился, что он даже переписал сценарий, чтобы интегрировать этот неудачный дубль в фильм. И, пожалуй, самое показательное здесь то, что Джим Керри импровизировал не только в отдельных сценах, но и буквально создавал образ своего героя на ходу. Прямо во время съемок он придумывал для своего персонажа фирменные фразы и странные словечки. По словам режиссера Тома Шедьяка, многие реплики вроде Вот и прекрасно. и Керри выдавал прямо на площадке, надеясь, что они запомнятся зрителям и станут крылатыми. И, как показало время, он действительно попал в точку. Эти фразы быстро стали одной из главных визитных карточек Эйса Вентуры, и в 90-е их повторял практически каждый, кто смотрел фильм. В фильме «Шоу Трумана» сцена у зеркала появилась исключительно благодаря идее Джима Керри. В эпизоде, где Труман рисует мылом на зеркале костюм астронавта, актер использовал привычку из своей реальной жизни. Керри рассказывал, что дома часто рисовал мылом на зеркале разные маски и даже целые костюмы, а потом подставлял под них свое лицо. Он подумал, что такая повадка идеально подойдет и его персонажу. Когда Керри рассказал об этой идее режиссеру Питеру Уиру, тот ответил: «Ну давай попробуем». В итоге все получилось настолько удачно, что Керри позволили снять сразу несколько вариантов сцены. Например, в одном из дублей Джим нарисовал длинные кудрявые волосы и платье. Но в фильм в итоге попала версия с планетой Трумания, которая идеально вписалась в атмосферу фильма. В фильме «Тупой и еще тупее» основную часть самых смешных шуток зрители увидели именно благодаря импровизациям Джима Керри. Например, в сцене, где его герой выходит из бара, у него вообще не было никаких реплик. Но Керри заметил на стене газету 1969 года в рамке и на ходу выдал: Обалдеть! Мы высадились на Луну! Еще один забавный момент произошел в сцене на парковке. И тут нужна небольшая предыстория. Поскольку у фильма был довольно скромный по голливудским меркам бюджет, а съемочный график был очень плотным из-за высокой занятости Джима, многие эпизоды снимали прямо на улице, не перекрывая движение. В какой-то момент двое зевак, которые не были актерами массовки, заметили необычные автомобили главных героев и попросили у съемочной группы разрешения его осмотреть. Так как съемки в тот момент были на паузе, им это позволили. Керри решил не терять время зря и, как позже вспоминал, просто подошел к ним и сказал что-то вроде «Не хотите сняться в кино?». Мужчины, конечно же, согласились. И тут важно отметить, ни эти случайные прохожие, ни сама съемочная группа понятия не имели, что именно задумал Джим. Он просто сказал: «Снимайте, как я выхожу из магазина». Привет, ребята. Большие стаканы, здорово. Ладно, пока. Эта странная и неловкая сцена получилась настолько смешной, что создатели решили оставить ее в финальной версии фильма. Но даже на этом импровизации Джима Керри в «Тупом и еще тупее» не заканчиваются. Одна из самых дурацких и в то же время самых запоминающихся сцен появилась случайно. Тот самый момент, где герой Джима Керри начинает издавать свой самый раздражающий звук на свете, вообще не был прописан в сценарии.
Керри просто начал дурачиться в кадре, и сцена сразу пошла по совершенно непредсказуемому пути. Самое интересное, что Джефф Дэниелс, который обычно строго держался текста, не стал останавливать этот хаос и просто подхватил настроение. Позже он даже говорил, что рядом с Джимом Керри в такие моменты лучшее решение просто продолжать играть. Для съемочной группы это тоже стало полной неожиданностью, и во время дубля многим на площадке приходилось буквально сдерживать смех. И даже годы спустя Керри продолжал добавлять в эту франшизу свои фирменные шутки. Наш герой – большой любитель поиграть со словами. Во время съемок второй части он выдал одну из таких шуток, построенную на созвучии. What? One more what and you'll be a light bulb! Для русскоязычного зрителя этот момент может быть непонятен. Watt переводится как «что», а Watt — это единица измерения мощности, но звучат они по-английски одинаково. Режиссер фильма Питер Фаррелли признавался, что шутка ему очень понравилась, но оставить ее в фильме он не мог именно по той причине, что дубляж на другие языки сделал бы ее просто непонятной для зрителя. Именно в таких мелочах и проявляется стиль Керри. Он умеет превратить даже простую реплику в запоминающийся момент. Во время съемок фильма «Гринч. Похититель Рождества» Джим Керри однажды так разошелся, что прямо на съемочной площадке стащил кепку режиссера Рона Ховарда и начал его пародировать. Ховарда это так рассмешило, что он решил превратить эту выходку в полноценный эпизод. Так, в фильме и появилась сцена, где Гринч командует Максом и учит его, как быть северным оленем. Причем весь этот момент Джим Керри практически придумал на ходу. И именно благодаря этой импровизации сцена получилась такой живой, странной и по-хорошему безумной. В «Гринче» сама подготовка к сценам уже была настоящим испытанием. Сложный грим у некоторых актеров занимал по несколько часов, а у Джима Керри превращение в Гринча и совсем могло растягиваться до 8 часов. Но даже это не мешало Керри устраивать хаос прямо в кадре. В одном из эпизодов он наклонился для поцелуя и внезапно сорвал зубами накладной нос Джеффри Тембора. По воспоминаниям участников съемок, эта выходка буквально заставила смеяться всю съемочную площадку. И в этом весь Джим Керри. Даже после многочасового грима он все равно умудрялся превратить обычный дубль в цирк, который съемочная группа потом запоминала едва ли не лучше самой сцены. К слову, после этой выходки маску актера пришлось переделывать с нуля. В фильме «Аферисты Дик и Джейн» Джим Керри и Тиа Леони играют супругов, которые после финансового краха начинают выкручиваться самыми безумными способами. В одной из сцен в офисе герой Керри прячется от сотрудника, повиснув под потолком. По задумке он должен был эффектно спуститься на стол, но во время дубля он промахнулся и просто рухнул на пол. Керри не вышел из образа, сразу сориентировался, схватил нужную распечатку и продолжил сцену так, будто все именно так и было задумано. В итоге этот неудачный дубль получился настолько естественным и настолько точно попал в характер персонажа, что его решили оставить в фильме. Это была далеко не единственная выходка Джима Керри в «Аферистах». В фильме есть сцена ограбления, которая во многом строилась именно на его импровизации. По сценарию он должен был просто говорить странным роботизированным голосом, пытаясь сбить жертву с толку. Но Керри в своем стиле вдобавок начал делать нелепые роботизированные движения. Часть этой спонтанной выходки в итоге вошла в фильм. Но на этом он не остановился. В какой-то момент Керри внезапно поцеловал мужчину, окончательно сорвав дубль. Этот момент в финальный монтаж уже не попал, но даже по нему хорошо видно, как далеко Джим Керри мог зайти, если ему давали свободу в кадре. В фильме «Всегда говори да» один из самых теплых и романтичных моментов связан со сценой на певческом поле. И появился он вовсе не благодаря сценарию. Сама сцена уже была снята так, как задумывалось. Персонажи стоят на сцене и наслаждаются видом. Но камеры продолжали работать, и именно после этого Джим Керри и Зои Дешанель начали петь просто ради смеха, дурачась уже после дубля. В итоге в фильм попал уже не сам дубль по сценарию, а момент, когда актеры просто дурачились после съемки сцены. Возможно, именно поэтому эпизод и выглядит таким живым. Химия между героями в кадре была абсолютно настоящей. А у кабельщики один из самых диких моментов вообще не попал в фильм. Во время одного из дублей Джим Керри наклонился к Мэтью Бродерику и дал газу. В финальный монтаж этот дубль, конечно же, не попал, но даже по нему видно, насколько органично Керри чувствовал себя в образе кабельщика.
Джим Керри всегда был хорош не только в ролях вымышленных персонажей, но и в пародиях на реальных людей. И особенно хорошо это видно на примере его Джо Байдена в шоу Saturday Night Live. Когда Керри впервые появился в этом образе, стало ясно, что пародия попала точно в цель. Он идеально уловил фирменную неуклюжесть Байдена, его затяжные паузы, потерянный взгляд, сбивчивую речь и неловкие жесты. При этом Керри не ограничивался одними только заготовленными репликами и постоянно добавлял что-то от себя. Именно за счет этих импровизаций пародия выглядела не просто смешно, а по-настоящему живой и непредсказуемой. Неудивительно, что этот образ быстро стал одним из самых запоминающихся и начал регулярно возвращаться в шоу. На этом его удачные пародии не заканчиваются. Джим Керри также невероятно точно и смешно пародировал Джека Николсона, Сильвестра Сталлоне и, конечно же, Роберта Де Ниро. Именно поэтому сцены с Джимом Керри так легко вспоминаются даже годы спустя. За каждой его шуткой чувствовалось нечто большее. Та самая неподдельная энергия, за которую мы и любим кино. Спасибо за просмотр. Удачи!